Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, рядом со мной Сергей. Привет. У нас сегодня итоговое видео этого года. Мы расскажем вам наши любимые ароматы, которые мы приобрели и охотно ими пользуемся. У нас будет 5 любимых ароматов моих и 5 любимых ароматов Сергея. И начнем мы с 5-го места, можно сказать, из любимых ароматов. Начни, Сергей, ты. Да, хорошо. Эти ароматы были в каком-то смысле знаковыми для этого года, и они все очень классные, они не обязательно выпущены в этом году. На 5-м месте у меня Марк Энтони Беруа Ганимед. Я очень активно им пользовался летом, это был классный аромат, и он меня спасал в угнетающие часы. Это минеральная, в первую очередь, история, минеральные ноты, ветивер, шафран, очень стойкий, очень шлейфовый, очень заметный. Он до сих пор пользуется очень большой популярностью. Более подробно про все ароматы, не только про Ганимед, вы можете посмотреть в наших обзорах, ссылки мы ставим в описании, посмотрите ниже, пожалуйста. И заслуженное 5-е место у меня уходит к Ганимеду. Хотел бы еще добавить про Ганимеда. Мне он тоже очень нравится. Он не в моих любимчиках, но мне нравится, как он звучит на других людей. Вот. Мое 5-е место и заняла это Королева пчела от Зоологиста. Я считаю, что это очень гурманский аромат, унисексовый, и идеально подойдет на холодное время года. Я им часто очень пользовался зимой этого года, осенью. И обожаю его. Он для меня это как медовые коржи, какой-то уют дома, медовый торт, медовик. И вообще вот эти соты, улей. Считаю прям настоящий королевский аромат пчелы. Вот. Мне этот аромат тоже очень нравится, я не ношу, потому что мед я не очень люблю в принципе, но этот аромат способен обратить в любовь к меду тех любителей парфюмерии, кто до этого мед в парфюмерии не любил, потому что он действительно особенный. Это парфюмерный мед, да, то есть здесь не совсем это слепательная сладкая история, здесь он очень душистый. 4-е место в моем рейтинге занимает аромат спокойствия для меня, аромат, который добавляет мне бодрости, добавляет мне уверенности и силы. Это Music for a While от маэстро Фредерик Маля и парфюмера Карла Бенаима. В первую очередь для меня это лавандовая история, но этот парфюм, он намного сложнее. Здесь есть деликатные ноты ананаса, в базе пачули, сладковатые карамельные ноты. Это очень сильный аромат, очень шлейфовый, очень стойкий, он быстро заполняет пространство и на самом деле он классный. Да, и хочу добавить, он очень стойкий. То есть он может 2 суток спокойно продержаться на вашей одежде. Вот. Я им один раз попользовался и ощутил эту стойкость. Вот. Ты не понравился, да? Вот Нет, он мне понравился. Хороший, достойный аромат. Как и вся линейка у Фредерик Маля. Но у тебя в топе другие. Ну да. Следующий аромат, это, конечно же, наверное, новинка этого года. Кстати, Инсалат. Его создал мой любимый парфюмер Квентин Биш. Я в какой-то степени начинаю коллекционировать его ароматы, что он создает. И это для меня аромат огорода, дачи, зелени. Здесь заявлена нота ревня. Здесь какой-то очень большой, большая смесь вот этих всех зеленых нот. Он для меня очень зеленый. Я не знаю, какой-то вот
дача во флаконе. Да, но он на самом деле еще и такой космический. Здесь опять же это младший брат Ганимеда, и для меня он... Для меня он, кстати, не космический. Не знаю. Ну, я имею в виду, что он довольно искусственный, то есть у него ноты неживые, минеральности больше, то есть не то чтобы там огород, допустим, как свекла, а больше минерально. Вот я не знаю, что это. В Ганимед для меня вот наоборот, больше космоса, какой-то неземной, более искусственный, неживой аромат. А это больше зеленый, какой-то такой живой. Что ж, переходим к третьему месту. И у меня это аромат от Maison Francisco Jan. Здесь это, конечно, коллекция ароматов удовая. На всю линию, которую мы не делаем, но мы сделаем, если вы попросите в комментарии, пожалуйста. Два аромата здесь очень классных. Это Oud Satin Mood и Oud Satin Mood Extract. Они примерно похожи. Мой топчик это Oud Satin Mood Extract. Это Oud, роза, шелковисто. Это очень диффузно, это очень ароматно, окутывает тебя, заметный, опять же, шлейф. Вообще у меня все ароматы почему-то получились здесь в подборке шлейфовые, стойкие, супер стойкие. Я обожаю его наносить на шарфик, и он со мной там на протяжении нескольких дней на шарфике. Это очень классно, он такой мягкий. Я просто его обожаю. Хотя, очень интересно, Сережа наоборот, когда начал интересоваться парфюмерией, он не любил очень сильные, диффузные шлейфовые ароматы, но со временем у него вкусы меняются, как говорят. Да, они меняются, и это нормально. Вот. У меня третье место, конечно же, Jo Malone, и я считаю Jo Malone гранат. Он не пахнет очень реалистичным гранатом. Вот только что вы его разрезали этой шкуркой, соком, семечками, зернышками граната. И, конечно же, здесь есть хвойные ноты. Вот я считаю, что это идеальный аромат на зиму, на Новый год, на Рождество. И он очень уютный, я с ним часто сплю, потому что он не очень диффузный, он никого не удушает. Он 2-3 часа, с ним хорошо засыпать, он дает такую атмосферу какой-то сказки новогодней, что ли, я не знаю. Мне в нем хорошо. Я его люблю. Да, классно, я поддерживаю. Мне он пахнет больше именно шкуркой граната, такой терпкость там есть такая. Угу. И я даже могу сказать, что он мне больше нравится, чем Sea Salt, их топовый аромат у Jo Malone. Не знаю, мне кажется, он скоро переплюнет Sea Salt. Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, в твоем рейтинге он точно это сделал. У меня на втором месте аромат больше домашний для меня. Он в этот раз не стойкий. Это One Umbrella for Two от Floraico. Один зонтик для двоих. Очень красивое оформление, во-первых. Такая крышка огромная, которая превращается в тревел-флакон. Посмотрите видео, если не видели. Аромат про смородину и про печеньку, на которую положили эту самую смородину. То есть он гурманский в первую очередь и приносит позитивные впечатления. Наносишь на кожу, тебе очень приятно. Это не типичная гурманька, она не очень сладкая. Единственный нюанс, что это не стойка. 1,5-2 часа он прощается с вами. Стоит это действительно дорого. И, возможно, на вашей коже будет более стойким. Но у меня он слетает быстро. Но он этого заслуживает, чтобы его посмотреть, по крайней мере. Потому что
впечатление классное от него. Но вот эти 2 часа вы получите большое удовольствие и кайф от этого аромата. И хотел бы еще добавить, посмотреть, какой он бренд. Какой у него дизайн крышки. И вообще сам флакон. У них крышки просто это произведение искусства какое-то. Второе место у меня это бренд Olympic Orchid. Я очень подробно в этом году познакомился со всей линейкой практически этого бренда. Это инди-парфюмерия американская. И из всех ароматов я выделил для себя 3, которые мне понравились. Это Blackbird и Olympic Orchid Chevalier Vert и Night Flyer, да, это летучая мышь ночная. Вот. Но, конечно же, мое сердце покорил аромат с нотой каннабиса. И это вообще очень шедеврально сделано, очень реалистично пахнет и правдоподобно. То есть это пахнет очень вот этим листом каннабиса именно с куста и зелени. Ну, то есть вот настоящий. То есть там, я не знаю, очень классный, он очень уютный, он мне поднимает настроение, он также очень стойкий, очень шлейфовый. Не знаю, это просто можно уйти вот в какую-то медитацию с этим. Понятно, вот косячок, аромат, да. Вот Вот этот аромат, вот этот реально косяк. Мне он нравится. Вот. Ну, я замечу следующее про этот аромат, что если вот предыдущие ароматы, они, скажем так, более щадящие, то вот этот, он будет сильно заметен. Кстати, как и Энцелад. И он уже более провокационный, да, за счет этого каннабиса, она там довольно яркая нота. Да, кстати, вот что хотел бы добавить, что Энцелад и Chevalier Vert, у них, по-моему, в базе заявлены нота ревня. Вот, и поэтому, наверное, это моя любимая нота зелени. И Энцелад для меня зеленый, так как и Chevalier Vert, он очень зеленый. И вот такой вот зеленый цвет аромата. Ну, понятно. В этом году нам всем не хватает спокойствия, поэтому да. нота каннабиса вот она победила. Это точно. Что ж, и топчик. У меня это аромат от лаборатории Альфатива мандарин. Это самый натуралистичный, класснейший мандаринчик в парфюмерии. Я уже отпил 3-ю часть. Это великолепно. Сладкий мандарин. Но это не гурманский аромат. Это вместе с прожилками мандарина, когда вы его только что раскрыли. Это мякоть. Здесь нету кислинки. Это именно сладкий мандарин. И это ближе, конечно, к колонии. Он тоже не стойкий. Им обрызгаться утром повышает сразу тебе настроение. И к тому же, я считаю, он подходит к Новому году, потому что мандаринки ассоциируются у нас с Новым годом, конечно. Такая новогодняя атмосфера сразу в воздухе. И что бы еще хотел бы добавить про этот аромат, он, как и Chevalier Vert, очень правдоподобно описывает то, что они ассоциируют. То есть очень реалистично, как будто кто-то недавно очистил мандарин и поел. Да. Но опять же, это все равно парфюмерный мандарин, и носить его здорово. То есть ты не ощущаешь себя вдруг мандарином, он тебя окутывает именно этими впечатлениями классными. То есть он и красиво раскрывается потом на коже. Да. Ну какой же твой топ? И на первом месте, конечно же, H24 от Hermes. Он просто покорил мое сердце этого года. Я считаю, это просто шедевр. Он очень классный, он в тренде, этот аромат с металлическими нотами. Как я знаю, в этом году минеральные ароматы, металлические ароматы в тренде. Вот, и H24 я считаю один из лучших ароматов моей коллекции, который я приобрел. И он вообще шедевральный.
Для меня это прям супер, 100 из 100, 10 из 10, я не знаю, the best of the best. Ну, интересно то, что для меня этот аромат довольно нейтральный. Здесь есть нота яблока, мне кажется, да? Нету. Нет, но мне там слышится немножко какого-то свежего яблочка. Это сложный аромат. И каждый человек по-своему его ощущает на самом деле. Он очень сложно сделан. То есть ты чувствуешь ноту яблока, для меня он больше, я не знаю, какая-то... Вот, как говорят, Ганимед, да, какой-то космический аромат, другая планета. Вот для меня и H24, можно сказать, это какая-то другая планета под названием H24. То есть он какой-то неземной для меня аромат. Дорогие друзья, несмотря на все печали этого года, мы желаем вам отличного следующего года. Желаем вам... как оно горит. Желаем вам отличных ароматов, желаем вам спокойствия, чтобы вы были счастливы, чтобы вы получали позитивные эмоции, чтобы все ужасные вещи остановились, чтобы мы жили мирно, спокойно. В любви, в счастье, в удачах, в спокойствии, не только спокойствии, вам побольше путешествий, больше позитива, хороших вам людей вокруг и всего-всего вам наилучшего. Мы вам желаем в новом году. Оставайтесь с нами. С Новым годом! С Новым годом!